Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Забегая наперед, хотим сказать о том, чтобы вы обратили внимание с 26 по 28 июня этого года. Дело в том, что это будет опасное время. Обратите внимание на эти советы и рекомендации, чтобы у вас не возникло никаких проблем таковых и ситуаций, а также ссор, скандалов, конфронтаций, как на работе, так и дома. Почему именно с 26 по 28 июня? Это достаточно опасные дни, друзья. Далее все более подробно. Итак, друзья, с 26 июня по 28 июня буквально 3 дня, когда мы с вами будем чувствовать влияние планеты войны. Потому что планета войны, как вы знаете, планета у нас Марс, и она выходит из водного знака и заходит сразу же в огненный знак. А как вы знаете, вода тушит огонь, а огонь испаряет воду. И в чем это нам говорит? Что у нас с вами может быть в семье, в коллективе, на работе, в городе, в стране и так далее зарождаться конфликты. Может быть идти борьба противоположностей. И когда, как вы знаете, вода и огонь, они не могут между собой взаимодействовать. И соответственно, когда взаимодействуют между собой огонь и вода, то у нас с вами создается пар, а в природе происходит, как вы знаете, столкновение теплого, горячего воздуха, холодного воздуха, и вы прекрасно знаете, что в этом случае у нас происходит в природе. Происходят у нас ураганы, смерчи, всевозможные не очень хорошие ситуации. Далее, на что мы хотим еще, чтобы вы обратили внимание именно в этот период. Марс, сама по себе планета, это воинственная планета, это достаточно амбициозная, энергичная, и планете Марс всегда нужны победы. Кто разбирается в астрологии, знает, что постоянно нужны какие-то признания, награды и так далее. Также Марс это само по себе движение, и он защитник, он не нападающий, обратите на это внимание. И девиз Марса это, знаете, вот хочу делаю, хочу и не делаю, и все остальное ему не интересно. И когда планета Марс пройдет на стыке Рыба-Овен, то, к сожалению, происходит достаточно много борьбы, конфликтов, каких-то внутренних противоречий, недопонимания. И вот здесь, знаете, как бы Марс, когда переходит из водного знака, знака зодиака Рыбы, в огненный знак, знак зодиака Овен, здесь завершается у нас с вами одна составляющая, один процесс, и переходит в другой. Конечно же, как вы знаете, как себя ведет, например, тот же волк, который загнан в угол. Соответственно, он начинает огрызаться, он начинает рвать, метать и так далее. То бишь уничтожать все на своем пути. Как говорится, ни вам, ни нам, никому не достанется. Кстати, обращаем ваше внимание, что с 26 по 28 июня и на мировой арене мы с вами можем увидеть обострение каких-то конфликтов. Могут появляться какая-то новая информация, о которой вы раньше не слышали, возможно, вы догадывались, но не обращали на это внимание по разным ситуациям. Просьба вот в эти моменты, если это вас лично не касается, стараться обходить эти конфликты, не притягивайте к себе вот этого воинственного эгрегора, потому что нужно сейчас быть очень внимательным, быть осторожным, чтобы не попасть в эту воронку. И мы надеемся, вы понимаете, о чем сейчас идет речь. Также обращаем ваше внимание, сейчас в природе с 26 по 28 июня могут быть всевозможные катаклизмы, могут быть ураганы, смерчи, и конечно же, это будет влиять на нас всех, на людей. Поэтому, если вы проживаете
в регионе, где вы знаете, что могут происходить такие природные процессы, будьте очень внимательны, берегите себя, но это сделать нужно, обращаем ваше внимание, с 26 по 28 июня. И постарайтесь в этот период не находиться в местах большого скопления людей. Также в этот период будет достаточно много агрессивных людей. Люди будут идти на конфликт, будут идти на ссоры. Даже, например, вы находитесь в общественном транспорте, вас могут толкнуть, вам могут сказать какое-то не очень хорошее слово. Здесь важно вам остановиться и ни в коем случае не идти на конфликт. Не вздумайте отдавать свою энергию, потому что сейчас будет очень много людей, которые будут питаться чужой именно энергией. Возможно, они это будут делать неосознанно, но все же будут. Кроме того, друзья, у нас с вами убывающая луна, последняя четверть, и людям не хватает энергии. Соответственно, люди будут пытаться у тех людей, которые посильнее, которые имеют энергию, которые умеют и понимают многие процессы на энергетическом уровне, они будут закрываться. Поэтому постарайтесь тоже закрываться и не идти на вот такие конфликты. Конечно, есть на данном моменте определенные ситуации, на которые мы с вами повлиять не можем. Но вы должны понимать и то, что вы должны в первую очередь позаботиться о себе. Потому что если вы, вот, например, у вас разболелся зуб, кто вам доктор? Вы сами. То есть вы понимаете, или вы будете мучиться, переживать, пить какие-то обезболивающие препараты, или вы пойдете к стоматологу, да, это нужны дополнительные деньги, но вы решите ситуацию. Вот здесь очень важно, чтобы вы работали правильно также с эмоциями. Если вы хотите принимать негатив, вы принимаете негатив, вы наполняетесь этой грязью, и в общем итоге это приводит к тому, что у вас появляется депрессия, появляются всевозможные болячки и так далее, и так далее. Поэтому обретайте, очень важно, что вы внутри себя вот этот период, вы были в гармонии сами с собой, у вас был баланс и спокойствие, потому что иначе вы будете просто-навсего вот таким вот ходить, знаете, ежиком, который, не дай бог, кто-то до вас дотронется, и вот будут происходить эти процессы. Поэтому, чтобы эти процессы не происходили именно в такие опасные дни, закрывайтесь. Есть очень много различных практик. Даже самая простая практика, не знаю, знаете, вот вылетело из головы, возьмите перед выходом из дома, посмотрите в зеркало и попросите своего ангела-хранителя, чтобы он на вас, вам помог, или, например, вы можете одеть шапку-невидимку. Очень прекрасная практика. Работает безотказно и очень многим людям помогает. Также обращаем ваше внимание на работе. В это время могут происходить всевозможные конфликты. То есть люди могут друг друга не понимать. Точнее, один человек говорит одно, другой слушает, но не воспринимает эту информацию и видит это совсем в другом свете. Что происходит дальше? Дальше происходит конфликт, недопонимание, появляется агрессия, злость, уже появляются мысли о том, как можно навредить и так далее, и так далее. Не вздумайте это делать, потому что тех, кто начинает и проявляет эту агрессию, становится таким называемым воином войны, он ни к чему хорошему для него это не приведет. Поэтому, пожалуйста, в этот период уделяйте внимание себе, также своей семье. Есть возможность, лучше приготовьте вкусный ужин, лучше побудьте с семьей, почитайте книжки, например, пообщайтесь, отключите телевизор. Не нужно принимать вот эту много вот этого информационного мусора, потому что каждый день, по большому счету, людям говорят одно и то же, если разобраться, и, знаете, вот просто идет перепрограммирование. Научитесь жить немножко другой жизнью, научитесь побольше общаться с природой, общаться друг с другом, это очень важно. Друзья, поэтому вот именно в этот период старайтесь как можно меньше контактировать с людьми, общаться. Также, если у вас есть командировки на этот период, не стремитесь, знаете, если есть возможность, их лучше отмените. Нет возможности отменить, хорошо, но тогда не спешите подписывать контракты, договора, какие-то сделки. Также не занимайтесь и именно самой куплей-продажей недвижимости, потому что со временем вы будете разочарованы или вам что-то, возможно,
возможно, не понравится, или вы чем-то будете недовольны, и, в общем, это перерастет в какую-то такую апатию, агрессию и так далее. Поэтому 26 по 28 июня просто ставьте на паузу все, что можно, и уже после этого периода двигайтесь дальше. Друзья, мы надеемся, что вы теперь владеете вот этой важной информацией. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы знаете, что эта информация действительно будет важна и поможет ему в жизни. Прямо сейчас, друзья, вы на экране видите два прямоугольника, это следующие рекомендованные видео. Нажимайте на то, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, потому что там много полезной, важной и нужной информации для вас. Всех вам благ, услышимся, друзья, уже в следующем видео.